Приветствую всех тех, кто смотрит наш канал. Особенно большое спасибо тем, кто не отключает через минуту. Сегодня у нас вот такой вот прекрасный автомобиль Cadillac Escalade 2017 года, 4-й генерации. Сегодня у нас интересная тема. Подкинул нам эту идею GM Master, так он себя называет на драйве. Можете посмотреть в ссылке в описании, найти его, почитать. Очень интересно пишет парень. Ситуация какая? Мы сегодня будем отключать систему отключения цилиндров. Тавтология какая-то. В общем, делать будем так, чтобы работали все цилиндры. Как мы будем этого добиваться, каким путем? Во-первых, здесь уже на программном уровне отключено управление плитой по отключению гидрокомпенсаторов. То есть гидрокомпенсаторы здесь теперь работают всегда. Для чего вообще здесь это работает? Система Active Fuel Management для уменьшения выбросов в атмосферу, для экономии топлива. Отключается 4 цилиндра, работают 4, потом работают 8, ну, в общем, в разных режимах. Что нам нужно сделать? Мы убираем путем снятия 2 ГБЦ, убираем вот такие вот активные гидрокомпенсаторы, меняем их на обычные, на простые, неактивные, ну, то есть, которые работают всегда. Для этого нам еще придется поменять кассету, в которой вставлены гидрокомпенсаторы. Преимущество этой кассеты в том, что когда будут стоять все простые неактивные гидрики, они не провернутся. Болячка есть у этих моторов, отключаемые гидрокомпенсаторы частенько проворачиваются, тем самым повреждают распредвал. Вот управляемый гидрокомпенсатор, который отключается, включается. С этой стороны такая прорезь вставляется вот так, по-другому ее не вставишь, никак не перепутаешь. Проблема какая? Они зачастую вот так просто, вот видите, как раз и повернулся. Они вращаются. То есть здесь вот эта площадочка ровная, она очень маленькая. Поэтому вот так вот они срабатываются. Что происходит? Раз, поворот, все. Сразу, мгновенно повреждается распредвал, гидрокомпенсатор. Начинает его вгрызаться в него. Сразу это не чувствуется, как бы все работает нормально. Потом начинается стук, троение и проблемы. Штанги остаются свои. То есть длина, что со штангой, с этим гидрокомпенсатором, что с отключаемым, длина остается одинаковая. Абсолютно не меняется. У нас есть вот такие тампончики. Мы ими закроем масляные каналы. Масло у нас перестанет поступать наверх, тем самым не будет потери давления. А сейчас мы все это разберем. Еще раз покажу наглядно, как все это работает. Начнем. Ну так нормально, неплохо работало. Так, вот смотрите, первый цилиндр у нас вот этот. Первый, третий, пятый, седьмой. Вот первая кассета. Смотрите, чем отличается. Видите, вот 2 гидрокомпенсатора активных, 2 обычных здесь. Снимаем блок, 2 гидрокомпенсатора. 2 обычных остаются там. Про отличие мы уже говорили. Теперь немножко порыбачим. У меня с дочкой есть такая игра, вот мы играем, тоже достаем на магнит рыбок всяких. Тут у нас гидрокомпенсаторы. Замочили их предварительно, полежали они в масле. Еще раз смажем маслом. Все на местах. Вот 7-й цилиндр, то же самое, включаемый цилиндр. Мы поменяем с этой стороны тоже. И после этого поднимем плиту, поставим заглушки. Ну и закрутим ее обратно на место. Итак, мы сняли плиту отключения цилиндров. И сейчас будем ставить вот такие затычки, заглушечки в масляные каналы.
откуда идет давление на гидрокомпенсаторы. Можете вот посмотреть. Вот каналы масляные. Вот на первый цилиндр, на четвертый, на шестой, на седьмой. И вот такие вот заглушки. Обратите внимание, они тут с резьбой внутри, для того, чтобы можно было их извлечь. То есть не одноразовые, забил и забыл. Вот здесь есть такой бортик. Может, плохо будет видно, но вот он здесь есть небольшой, то есть упор. В общем, американец придумал. Все правильно. И все, мальчики и девочки. Так, ставим плиту на место. Менять ее уже не обязательно. Свою роль она теперь играет в качестве обычной крышки. Ставим новую прокладку топливного насоса. Такая вот железная пластинка. Вот это вот сам насос высокого давления. Так вот. Очень важно попасть на место. Так, вот мы сняли пружину. Помните, было у нас такое есть видео, где поломная пружина привела к капитальному ремонту двигателя. Меняем, пользуясь случаем, снята головка. Меняем все пружины на новые в избежание подобных случаев. Смотрите, вот у нас новая пружина. По цветовой гамме практически одинаковая. Замерили штангелем в районе где-то 4,4. Толщина одинаковая. Причем нас уверяли, что они якобы усиленные. То есть мы по факту ставим просто новые пружины. Ну, понятно, что они лучше, чем старые, которые уже проехали там в районе 70-80 тысяч. Поэтому эти как минимум должны пройти столько же. Но не факт. По сути решения нету. GM просто продает обычно такие же новые пружины. Ничего, никакой работы над ошибками не проделано. Мы для интереса взяли вот пружины от Tachi третьей генерации, 2006 до 2006 года двигатели, которые 5,3. Но вот этот профиль этой пружины, он более приплюснут. То есть если его замерять вот здесь, то он равен где-то примерно 5,5. 5,5, может чуть меньше. В этом же случае со старой пружиной она что в профиль, что в анфас. Одинаково. В районе 4,6. А по высоте они разные. Вот это 2006 года пружина. 2004-2005. Вот она пониже, чем нового образца. Это, которая стояла на двигателе изначально завода. То есть они две одинаковые. Возможно, из-за того, что пружина в профиль плоская, возможно, из-за этого она и лопается. Хотя это просто как догадки. Но очевидно, что ничего сделано не было, никакой работы не проделано. Пружины такие же, как и были. То есть мы ставим просто аналогичную. Единственное, что отличает, то, что она новая. Вот и все. Что мы делаем дальше? Мы заглушили масляные каналы, которые находятся под плитой отключения цилиндров. Плита у нас сейчас на месте, мы ее прикрутили. ГБЦ мы разобрали. Когда мы меняли пружину, мы поменяли маслосъемные колпачки. Так что здесь сейчас все новое. Был небольшой жор масла. Сейчас должно быть все хорошо. Также мы сняли рампу топливную и поменяли под форсунками уплотнительные колечки. Потому что на этих двигателях зачастую бывает, что при снятии форсунок гнется рампа, так как они очень там плотно сидят. Теперь мы ставим головку и закручиваем ее. Все, головка села на направляющий. Сейчас будем ставить болты. Обязательно нужно смазать перед установкой шляпку болта с внутренней стороны и сама резьба. Иначе можно при затяжке с моментом ошибиться. То есть динамометрический ключ отщелкает. А вот
момент затяжки на стержень будет неправильным, не соответствовать тому, который на динамометрическом ключе установлен. Потому что вот эта часть, упорная шайбы, на сухую будет давать сопротивление. Ну и сама резьба тара. Также вот с левой стороны на левой ГБЦ стоит болт, который отличается от всех. Вот такой под шестигранник и немного короче. И момент затяжки у него отличается от всех остальных. Стоит он вот здесь. Самый первый слева. Вроде получилось, завели. Пока непонятно, работает. Сейчас еще прочитаем, посмотрим, какие там ошибки. Загорает, не загорает, вообще пропуски. Ну, вроде так работает ровненько. Ну, чуть-чуть потряхивает, но это первый запуск только что был. Вот минуту как работает. Сейчас немножко в себя придет, может, гидрики еще пустые. Сейчас накачает до конца. Прогреем движок, погазуем чуть-чуть, посмотрим, как себя ведет. В общем, я думаю, получилось все. Хотел сказать спасибо Ричарду за такой опыт, за возможность, за то, что он рискнул на этот эксперимент. Я думаю, что в принципе желающих будет много, но единственное, надо готовиться к тому, что расход топлива будет, ну, я думаю, может не намного, но литр на 2, на 3 больше на сотню. Но кто чем готов пожертвовать. Вчера мы, короче, утомились до вечера, за весь день. Сегодня вот с утра снова подключились, включили комп, смотрели ошибки по двигателю, тишина, все нормально, работает хорошо. Прогрели еще пару раз, заглушили, проверили уровень жидкостей, масло, антифриз. Ну, в общем, все нормально, работает тачка хорошо. Я думаю, мы, наверное, сможем проследить за ней в блоге у Ричарда, напишет нам отзыв, посмотрит, как она себя ведет, там, через 1000 км, там, может, через 500 подъедет, глянем еще раз, проверим, все ли на месте, все ли там, ничего не течет ли. Ну и так по ощущениям расскажет, как у него вообще машина ведет себя, какой расход, это уже будет понятно при эксплуатации. Следите за нашим каналом. Надеемся, что наше видео вам понравилось. Будем снимать что-то новое. Будут вопросы, пишите, звоните. Возможно, предлагайте какие-то темы, которые вам будут интересны. Ждем вас. До встречи.